Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам про бесплатное приложение, с помощью которого вы перестанете набирать вообще какой-либо текст руками. Неважно, будь то промпты для искусственного интеллекта в Visual Studio, или же вы общаетесь со своими друзьями, знакомыми, коллегами и не хотите триггерить их голосовыми по 4-5 минут. Когда можно взять просто одним нажатием кнопочки, наговорить какой-либо текст, после того, как вы ее отпустите, он появится у вас как раз-таки в строке для набора текста. По-моему, очень круто, и лично мне это экономит огромное количество времени. Также я анализировал рынок США. Там есть очень много аналогов, но все они платные и стоят примерно от 20 до $500, что в целом-то немало. Поэтому данное решение я считаю наилучшим бесплатным и реально очень качественным. А наш софт, друзья, называется Handy. История разработки у него достаточно простая. Разработал его разработчик CJ Перрис. Чувак просто сломал палец, начал искать софты для голосового ввода. Ничего нормального, к сожалению, не смог найти. То, что можно было бы удобно под себя настроить, либо же развивать вместе с сообществом. И разработал Handy. Разработчик сам про Handy заявляет, что это не должно быть каким-то топовым, таким навороченным, крутым софтом, а он как раз-таки должен быть доступным, удобным для всех. И давайте перейдем к его установке. Устанавливается достаточно легко, достаточно всего лишь перейти на handy.computer. Здесь нажать «Установка», открыть на вашем компьютере. У меня Windows, я выбрал для винды. Здесь проходим дальше везде. Это он мне удаляет старую версию, которая у меня стояла. Просто с вами нужно же мне показать, да, как это работает. Галочки везде я тоже проставил. Вот, и следовательно, здесь мы переходим уже в сам Handy, он у нас быстро скачался, быстро открылся, очень мало весит данное приложение, и можно подумать, как будто бы здесь слишком много различных вкладок, но нет, уже с первой вкладки можно его настроить и начать использовать. Здесь достаточно добавить только горячую клавишу транскрипции, у меня это вот этот слэш, и выбрать микрофон. Но давайте перейдем, разберем дальше, что в нем есть еще. Переходим к моделям, здесь огромный выбор различных моделей, которые транскрибируют ваш голос в текст, но лично я использую Paraket V3. Это очень быстрая и точная модель. 25 различных языков она понимает, но я тестил только с английским, по-моему, и с русским. Меня устраивает, ничего другого, к сожалению, вам посоветовать не могу, но могу подметить, что когда я только начал использовать Handy, здесь было, наверное, порядка 10, может 12 моделей. Сейчас их, по-моему, аж больше, здесь 30. Ну ничего, давайте перейдем к вкладке «История». Продвинутые зацепим чуть позже. Вкладка «История», для чего она нам нужна? У меня ранее, когда я не до конца изучил Handy, вот вам лайфхак как раз таки будет, была такая проблема, что я нажимаю, записываю большое голосовое, потом резко кто-то где-то отвлек, позвонил, либо ты куда-то нажал скопировать, и все, ты упустил строку для ввода текста, текст у тебя потерялся. Ну вот как раз таки для этого есть и «История». Я просто не знал, перезаписывал эти голосовые, а можно было просто зайти в «Историю», вот так вот нажать, и после этого обратно вернуть ваш текст, который вы потеряли. Вкладка «О программе», здесь язык приложения меняется, тема приложения, если вам какая кайф, можете поставить, и в целом все про вашу версию. Ну и давайте перейдем к бонусу. Вкладка «Продвинутые». Как я и сказал, софт бесплатный, работает он на бесплатном уровне, ну очень хорошо, но можно его модернизировать, сделав чуть-чуть платным. Давайте расскажу, что это. В общем, если мы здесь включаем экспериментальные функции, если мы здесь включаем постобработку, у нас появляется вкладка постобработки. Что это такое? Здесь мы подвязываем определенного рода модель искусственного интеллекта, которая чистит наши голосовые, транскрибацию именно, от всяких б, м и слов других паразитов. То есть искусственный интеллект помогает выдавать из вашей транскрибации наиболее чистый текст, что становится еще удобнее, потому что на бесплатной модели порой приходится его редактировать. А здесь, сущие центы уходят, но зато выдает удобный текст, что еще больше экономит ваше время. И давайте я расскажу, как это настроено у меня. Я использую OpenRouter. Для того, чтобы вам начать пользоваться OpenRouter, нужно зайти на openrouter.ai, зарегистрироваться и дальше взять API-ключ. Нажимаем Get API Key, дальше создаем новый ключ, называем его Handy, Create, и вот у нас появляется ключ, который мы вставляем сюда. Затем здесь обновляем, и у нас подтягиваются различного рода модели. Модели могут быть разные, как дорогие, так и
менее дорогие, но использовать какой-нибудь Anthropic Claude Opus, либо же там GPT 5.6 Sol не рекомендую, потому что очень много средств у вас будет тратить. Я вам рекомендую Gemini 3.6 Flash. Быстрая, удобная модель, тратит, ну, сущие копейки. Затем вам нужно создать запрос модели. Что такое запрос модели? Он у меня уже здесь стоит, называется «Русская очистка». Это ваш промпт для яишки, с помощью которой она как раз-таки и будет удалять все эти слова-паразиты. Кстати, промпт я залью в свой телеграм-канал, откуда вы можете зайти, взять и спокойно его вставить. Затем создаете запрос, добавляете, и все у вас работает. Здесь вам нужно выбрать, опять же, горячие клавиши. У меня это Ctrl-Shift-Space. И давайте проверим. Я хотел бы, не знаю, ну, как бы, давай с тобой поговорим о чем-нибудь более подробном. Может, как-то сделаем без задержки. Господи, какую неразбериху я наговорил, но окей, как вы видите, здесь вот я говорю, я хотел бы, не знаю, ну как бы и в общем так далее. Никаких слов-паразитов нету длинно тянущихся б, поэтому это еще больше экономит времени, и он создает более логическую цепочку в тексте, который выдает. Поэтому рекомендую вам как раз-таки не пожалеть там вот эти центики, да, и пользоваться уже, наслаждаться приложением полностью от всей души. Ну что, друзья, давайте подведем итог. Я считаю, что данное приложение может экономить десятки часов еженедельно. А это значит, что этому ролику обязательно нужно поставить лайк, на канал сделать подписочку и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, которые будут не менее полезными и еще более интересными. Спасибо вам огромное за ваш просмотр. Ставьте комментарии, кидайте мне свои отзывы на ролик, который вы только что посмотрели. С вами был Антон Хоминок. Используйте искусственный интеллект и не тратьте время впустую. Всех обнял.